Давайте прямо сейчас мысленно перенесемся к весенней чесночной грядке. Если на концах листьев уже появился такой, знаете, предательский светло-желтый ободок, ни в коем случае не стоит торопиться и сыпать мочевину. В апреле это почти никогда не связано с недостатком азота. Чаще всего это просто реакция на холодную землю и не совсем правильный подход к подкормке. В этом разборе я покажу, что делать вместо внесения азота, а в самом конце поделюсь одним простым лайфхаком, который очень заметно ускоряет восстановление чеснока. Вот этот самый желтый ободок, первая мысль у многих огородников — все, нужно срочно спасать посадки. И рука буквально сама тянется за азотными удобрениями. Но спешить с этим решением абсолютно не стоит. Как уже упоминалось, в холодной весенней земле корни работают совершенно по-другому, и привычные летние методы тут просто не сработают. Знаете, я ведь сама пару сезонов подряд делала одну и ту же классическую ошибку. Увидела желтые кончики, взяла мочевину, щедро посыпала грядку, полила все это холодной водой из шланга и стала ждать весеннего чуда. И что в итоге? А в итоге получились маленькие какие-то мягкотелые головки, которые уже к ноябрю начинали просто крошиться в руках. И только после детального изучения биологии растения стало понятно, почему азот в апреле не только не помог, но и откровенно навредил. А дело тут вот в чем. В апреле почва на глубине залегания корней редко прогревается выше 8-9 градусов тепла. При такой температуре корень, по сути, находится в полуспящем состоянии. Он физически почти не всасывает питание. Внесенная мочевина просто не уйдет внутрь растения, она так и останется лежать в этой холодной влажной земле. И получается совершенно парадоксальная ситуация. Внесение азота ранней весной — это не раздача полезного питательного завтрака для чеснока, а фактически щедрая подкормка гнилостных бактерий прямо у самого корня. Отсюда и берутся те самые мелкие слабые головки, которые совершенно не хранятся зимой. А вот сульфат магния, напротив, действует совершенно иначе. Он дает ту самую бережную поддержку, которая сейчас так необходима. Вообще, у чеснока в апреле стоит совсем другая задача. Ему сейчас нужны не тяжелые строительные материалы в виде азотных удобрений, а мягкая помощь, чтобы листовой аппарат снова запустился и начал работать на полную мощность. Одно из самых простых, доступных и эффективных решений на данном этапе — это именно сульфат магния. Он помогает гораздо быстрее восстановить тот самый насыщенный зеленый цвет листа и, что самое главное, абсолютно не перегружает растения в условиях непрогретой почвы. Часто достаточно не пытаться накормить чеснок на вылет, а просто помочь ему дожить до настоящего тепла. Готовится этот живительный раствор предельно просто, но тут критически важна точность. Берем ровно 1 столовую ложку сульфата магния на 10 литров воды. Если измерять в граммах, это примерно от 15 до 18 граммов порошка. Ничего сложного, правда? Но есть один важный нюанс. Крайне важно не сыпать удобрения на глаз и не делать раствор, знаете, крепче для чистоты совести. Это огромная ошибка. Избыток магния в почве моментально блокирует усвоение растением кальция, и вместо ожидаемой пользы на грядке появится совершенно новая, куда более сложная проблема. Так что дозировку соблюдаем строго. Еще один важнейший фактор — это температура воды. Она обязательно должна быть теплой, где-то 25-30 градусов, по ощущениям, как парное молоко. В холодной воде кристаллы магния растворяются крайне плохо, да и сам ледяной раствор может спровоцировать сильный холодовой стресс у корней, которые еще не до конца проснулись после зимы. Теперь о том, как применять раствор на практике. Под каждое растение необходимо вылить примерно 400-500 мл. Воду нужно направлять строго в прикорневую зону, как бы очерчивая круг вокруг стебля. Ни в коем случае не стоит лить сильной струей прямо в центр розетки листьев. Нам же абсолютно не нужно, чтобы там началось гниение. Скорость действия такой правильной поддержки просто поражает. Магний достаточно быстро включается в работу. Буквально через 2-3 часа после полива он уже активно двигается по внутренним сосудам растения прямо к кончикам пожелтевших листьев. И уже через сутки-двое визуально заметно, как этот светло-желтый ободок отступает, а зеленый цвет чеснока становится ярким и насыщенным. Конечно, это не волшебная палочка, а именно грамотная, точечная помощь в нужный момент.
А теперь тот самый обещанный секретный прием, который я сама применяю регулярно и который многократно усиливает эффект. Перед внесением полезного раствора категорически не стоит лить его в сухую, потрескавшуюся землю. Если почва взялась коркой, сначала обязательно нужно пройтись по грядке обычной чистой, теплой водой. Это отлично смягчит верхний слой. И только после этого вносить раствор сульфата магния. Так он не будет бесполезно стекать в междурядье, а уйдет целенаправленно к корням, давая им шанс всасывать питание равномерно. Это простое действие очень часто определяет, будет ли вообще эффект от подкормки. Тот, кто досмотрел этот разбор до конца, уже сделал самое главное – избежал роковой ошибки и не бросился весной сыпать азот без разбора. Стоит один раз провести подкормку именно так, как описано, и посмотреть, как чеснок ответит в ближайшие 48 часов. Если этот материал помог разобраться, что именно нужно чесноку в начале сезона, поддержка лайком будет очень кстати. А если остались любые технические вопросы по дозировкам или температуре почвы в разных регионах, смело оставляйте их в комментариях, обязательно все обсудим. До новых встреч!